Здравствуйте, добро пожаловать на канал Safe Life. Этого удивительного мужчину зовут Джадав Малай Паенг, Джадав Малай Паенг. Его удивительная история начинается в далеком 1979 году. Джадав, которому тогда было только 16 лет, после одного из наводнений обнаружил на берегу множество мертвых змей. Рептилии умерли от жары, поскольку берег был абсолютно пустынным и не было ни одного деревца, которое могло бы дать тень, а вместе с ней возможность вернуться обратно к спасительной реке. Увиденное глубоко потрясло Джадава Паенга. Он решил изменить ситуацию и сделать берег реки пригодным для жизни. Однако представители власти, к которым он обратился за помощью, сказали, что на пустынном берегу не примется ни одно растение, и отказались помогать ему в этом. Тогда Паенг решил самостоятельно превратить безлюдные берега в густой лес. По совету старейшин села он сперва посадил лишь 20 саженцев бамбука, чтобы посмотреть, смогут ли они приняться. Бамбук укоренился и зазеленел, поэтому Джадав продолжил сажать деревья. Видя, что посаженные Паенгом растения прекрасно принимаются, власти поменяли свою точку зрения и разработали проект по насаждению 200 гектаров леса на пустынных прибрежных территориях. Джадав Паенг активно помогал лесникам в реализации этой идеи, а после остался жить в новонасаженном лесу, присматривая за ним и засаживая деревьями все новые и новые пустынные территории вокруг. Усилиями Джадава Паенга к сегодняшнему времени лесок разросся втрое и сейчас занимает около 6 квадратных километров. Лес насчитывается более 1000 видов деревьев, здесь поселилось множество животных, включая тигров, носорогов и слонов. Высаженный Джадавом лес стал настоящим заповедником. Впрочем, далеко не у всех это вызвало восторг. Однажды местные фермеры пригрозили вырубить все деревья, поскольку слоны вытоптали рисовые посевы на полях неподалеку. Однако Паенг встал грудью на защиту своего детища, сказав, что лучше пусть убьют его, чем уничтожат лес. В конце концов, местные жители согласились с тем, что лучше иметь рядом лес, чем пустыню. Долгое время от Джадава Паенга не было никаких вестей, но власти вновь заговорили о его работе в 2008 году, когда экологи принялись искать исчезнувшие стадо слонов популяцией в 115 особей, которая мигрировала из заповедника в лес Паенга. Разыскав пропавших животных, экологи были поражены флорой и фауной нового леса. Детищу Паенга был присвоен заповедный статус, а к нему самому потянулись многие ученые, перенимая опыт по озеленению планеты. Теперь Джадав стал настоящей звездой среди своих односельчан, и они уважительно называют его хранителем леса. Впрочем, Паенг отнюдь не зазнается, а продолжает жить скромной жизнью в лесной хижине вместе со своей любящей женой, с которой они воспитывают 3 детей. Просто невероятно, что один человек может настолько изменить лицо нашей планеты в лучшую сторону. Такими людьми нужно гордиться. Если тебя поразила история хранителя леса из Индии, то обязательно поделись ею со своими друзьями. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.